Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Лесты Games. И сегодня у нас на обзоре средний советский танк 10-го левела, объект 430У, проходная прокачиваемая ветка. И прежде чем с вами начнем, конечно же, обзор, ребята, прожмите лукус под видео, обязательно подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, буду благодарен. Вот, ну а мы с вами переходим к очень интересной броне данного танка, потому что, ну, она здесь действительно есть, а это средний танк. Погнали. Итак, коллижная модель нашего 430У, ну и погнали смотреть броню. Выставляем правильно танк. НЛД 182, сверху чуть поменьше, 177, ну в среднем, ну грубо говоря, 180. Достаточно неплохой НЛД, смотря как противник его будет видеть, и восьмерки уж точно пробивать не будут. Понятно, что для девяток, десяток это ослабленная деталь корпуса, но все же какая-то броня тут присутствует. По ВЛД здесь уже все интереснее. 160 мм фактическое бронирование в переведенке дает снизу 262, сверху 275, щеки те же самые 275. Крепко ли это ВЛД? Это ВЛД на уровне тяжелого танка 10 уровня. Среди СТ-шек, наверное, одно из самых крепких ВЛД. Башня у нас сферическая, самые ослабленные места у нас в этих углах. И здесь у нас 304. Выше 305 и пошло 400, 600, 1000. Здесь вот вверху у нас 320, ну и здесь все аналогично. Верхняя крышка 55 мм, только по правилу 3 калибров, стволом от 165 мм вы сможете или нас смогут пробить. Вот. Касаемо маски орудия, вот, ну, тут все просто на самом деле, 600, вверху 330, и маска на самом деле очень крепкая. Но портит нам все это бронирование башни наши лючки. Они на самом деле не слабые, 268, да, по бокам уже до 300, но голдой пробиваются. Плюс вот этот лючок 255, 370, там 300. Лючки крепкие, голдой бьются. Не каждый танкист это знает и пытаются обычными ББХами там с бронепробитием там 260-255 сюда кидать. Очень часто эти лючки банально просто не пробивают. Еще раз, 430-му лючки нужно пробивать исключительно на голде. Касаемо борта, закаточный прямой, вверх у нас получается гнутый плюс фальшбор. Здесь 90, здесь 104. Отлично танкует от борта. Рикошет, 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 рикошет. Здесь no damage. Так. Ослабленная часть только поставляете свое ВЛД, но ослабленная это условно. 277. Попробуй тоже, что называется, пробей. 430 У. Очень хорошо танкует от борта. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть пушечку. Пушечка у нас 122 миллиметровка, альфа 440, 252 пробития на основном, 340 на голде. Заряжается почти 10 секунд, 0,4 точность, время сведения 2,3 секунды. По полевой модернизации. Так, качаем легкосплавные узлы крепления. Здесь качаем... При движении стрелять будем. Настройка рычагов подвески. Ага. В этом блоке будем качать антибликовую маскировку фар. В этом блоке будем качать комплексное ускорение сведения. Улучшаем сведение. В 8-м блоке разброса. Мощность двигателя. Качаем дополнительные приборы наблюдения. Все-таки это средний этап. Вот, а вторым слотом, наверное, все-таки лучше взять живучесть, мне кажется. Я еще когда буду полевой качать, буду пробовать и живучесть, и иногда на просветленке я все-таки вот качаю. Сегодня, кстати, можно на разведку. Вот у меня просветленка стоит, и сегодня обзор я буду снимать с просветленкой. Можно на живучесть, и тогда надо ставить закалку улучшенную. Это второй вид, комплект оборудования на этот танк. Обязательно ставим вентиль, обязательно ставим досел. Вот, некоторые сюда ставят стаб вместо вентиля, что в принципе тоже возможно. То есть вариаций очень много.
первое и самое важное, это вы ставите досел. Дальше можете играть на просветленке, можете играть с закалкой, можете играть с вентилем, можете играть со стабом. То есть вариантов много. По снарядам основной ББХ летит 940, голда, кумулятивный снаряд летит 920. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, желательно, танк бывает нет-нет, догорит. Я поставил допаек, 4 члена экипажа, перки наблюдайте перед собой в табличке. По УВН уже классика советского жанра у нас отсутствует, минус 5, ничего с этим не поделаешь. ПХП все нормально, 2000 у нас при такой сборке, а с закалкой будет еще больше. По мобильности 50 вперед, 18 назад, 14 лошадей на тонну. И когда у нас менее 15 лошадей на тонну, говорит о том, что максималку он свою набирать будет медленно. Поэтому иногда можно даже попробовать покатать, например, на турбине. И про это я, правда, даже не говорил. По незаметности у меня 21% почти. Перк незаметности вообще ни у кого не вкачан, хотя можно и нужно прокачать. По обзору у нас 514 метров с просветленкой, господа. 514. Огонь, кайф. По-другому даже и не скажешь. Еще раз, по плюсам и минусам. Самый жирный плюс этой машины — это бронирование, как уже все поняли. Это прям исключительный плюс. Это полусредний, полутяжелый танк. Играется, выбирается позиции на картах от брони. Если повезет, будет городская карта, да, соответственно, можете от башни вообще поиграть. Но на рельефных картах, конечно, с отсутствием УВН он страдает. Значит, по обзору все very best. По незаметности, если вдруг покачаете перки незаметности, как раз в таблице, тоже все very best. По мобильности все хорошо, немного туго набирает максималку. По количеству ХП тоже все хорошо. С пушкой, на голде особенно, хорошее пробитие. Альфа хорошая, сочная, 440. Снаряды летят нормально, но опять же, все начинает потихоньку портить отсутствие УВН. Ненавижу советские танки из-за отсутствия УВН. К сожалению, это суровая действительность, надо привыкать и играть, конечно же, так, как есть на этих танках. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, на что 430У способен. Погнали. Так, господа, обзор боем. Объект 430У, средний советский танк 10 левела, проходная прокачиваем. Ветка. Поедем направо на воду. Нам в угол в С1 никак нельзя. У противника 3 СТБхи, которые там будут сейчас творить дичь просто. И нашим даже нечего им противопоставить. Поэтому налево нельзя, скорее всего, сливной бой. Ну, 3 СТБ-1. Сейчас все от башки там будут играть. Ух, 140-й, такая редкая машина стала в рендере. Лазерган наш советский. Рельефная карта, не городская. К сожалению. К сожалению. Маус чешет. Блин.
У них АФК ЛТшка. Прикольно. Это было прикольно. Две бабахи. Ой-ой-ой. Есть пробить. Тут 21 какой хищный. СТБшечку нафармили. Есть. Уничтожим. 3300 дали. Ух ты. Нам тут гости. Вот и гаденыш, а. Воевал. Тихо, тихо, тихо. Все. Все, 4700, ребят. Все мне переломали. А где бабах? Еще никого не видно, гля. А вон он один. Неплохо. Неплохо бабах у них сыграл. Я думаю, победный бой уж переигрывать не буду. 4700 норму сделали. 2 своих хп на стрела. Но бабах вообще красавчик. Прям вот врагу респект, уважуха. Че там наши со стыбах одну не загрызут толпой? Надо поглядеть до конца этот бой. Все равно, вот только мешает отсутствие Ян. Вот даже в яме мне приходилось постоянно выезжать в кусты, чтобы самому себе и союзникам посвятить. А все отсутствие УН. А рельефная карта, конечно же, под. А чё 140-й-то куда едет? Круги нарезает, господи.
Я просто поражаюсь. Представляете, что делает? Отдельно за ним посмотрим, вот за этим воином. Скелет у него на башне, да. Мертвая голова практически. Не, на самом деле 140-й редкая машина сейчас в рендере, что тут даже говорить. Ну все, правильно, они все в одном месте собрались. А, ты назад поедешь теперь, или что? А что он делает? Короче, это бот. Все, ладно. Что за ботом смотреть? Ё-моё, там исполняет на бабахе. А бот стоит на воде. Блять, я просто поражаюсь. Опа, 1400 забрал. Все, арта забрала. Ладно, победа. Чувак на бабахе красавчик у них, в любом случае. Но мы в бою против десяток. Пятак, считай, дали суммы. Сойдет. 4700 чистыми, это хорошо. Это хорошо. Могли больше, если бы не бабаха. Прям реально расстроила. Видать, он увидел, что я дерево завалил, так и подумал, что я там стою, и газанул прям в это дерево. Да, моя ошибка была. Первое место у нас по урону. Красавцы. Перестреляли их. А вот бабах, вот он. Ну-ка, дайте посмотрим профессионала. Кто ваншоты раздает. Профессионал, мастер. Третий. Процент побед у него, нифига себе, 55-71. Красавчик. Красавчик на бабахе. Ладно, что касаемо 430У. Хорошая броня, нормальная вменяемая подвижность, все атрибуты среднего танка плюс броня, но отсутствие УВН лично мне мешает. Поэтому я бы, конечно, сказал, что эта машина там 4 из 5. Для меня она, к сожалению, там... Я не люблю советские танки без УВН, клянусь. Вот, ну, не очень люблю. Современные бои, они предполагают несколько другой, в моем понимании, геймплей. Но все равно броня решает. Да. Пушка у нее все равно интересна. Вот почему-то она прям снаряды, враги от этого танка прям магнитят снаряды. Не знаю, на 430 хорошо прям летит все. Ребят, пишите комментарии, у кого есть 430У, как вам тачка. Вот, какой вы на ней используете комплект оборудования. Вот, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну, я говорю, до скорых встреч, пока в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.